Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы будем с вами всеми возможными методами готовиться к Новому году. В данном случае вот эти вот ноготочки на канале вы видели. Как вы видите, золото относилось просто великолепно. Стразики кое-где немножечко пострадали, но в принципе стразики страдают довольно часто, поэтому это не показатель. Тем более на колупательных пальчиках, тем более на колупательных клиентках. Итак, в данном случае мы с вами будем делать коррекцию и будем изменять форму ноготков. У нас были миндалики, в данный момент клиентка захотела что-то более квадратное, поэтому мы убираем длину и будем заквадратливать наши миндали. Как обычно, отодвигаем кутикулу. Это мы делаем сразу вот такой вот корундовой фрезой. Она сразу же отодвигает и вычищает тырьги за один прием. Далее наносим праймер, базовый гель и переходим к моделированию. Поскольку нам необходимо достроить боковые стеночки, поскольку у нас был миндаль, а нам нужно сделать квадрат, то проще всего сделать это при помощи акрилатика, он же акригель, он же полигель, он же гель-акрил и куча других наименований у этого материала. Каждая торговая марка называет как хочет, от этого факт не меняется. Мы при помощи этого материала в одну капельку выстраиваем архитектуру и добавляем те боковые стеночки, которых нам не хватало. Далее, как обычно, переходим к опилу. Напоминаю, если вдруг кто-то не видел, схема опила квадрата есть на канале, поищите, посмотрите, если вы вдруг не видели. Ну а дальше переходим к дизайну. Как я вам уже говорила, зимний период это мое любимое время года. Почему? Да потому что именно в это время мы красим все возможные голубо-синие оттенки. Так вот, в данном случае у нас 3 пальчика на ногте будут выкрашены темно-синим цветом с шиммером. Номерочек оставлю вам в описании. Указательный пальчик у нас будет голубой под снежинки. И на большом пальце мы будем рисовать снегурочку. Но, к сожалению, снегурочку мы рисовали в новогоднем марафоне в прямом эфире для учеников. Я вам ее покажу только в готовом варианте. А вот снежиночку мы разберем вместе с вами. Это будет полезно и для учеников из марафона, и для вас тоже. Итак, 2 оттенка прокрываем на 2 слоя, подводим под кутикулу, под боковые валики. Под кутикулу я никогда покрытие не завожу, нечего делать ему под кутикулой. Стараюсь проложить вплотную с ровным кантиком, чтобы потом отрастало максимально ровненько. И переходим непосредственно к созданию снежинки. Для того, чтобы снежинка получилась более объемная, более интересная, нам нужна от нее какая-то тень. Поэтому тем же самым цветом, которым мы покрывали наши ноготочки, зарисовываем тень под нашу снежиночку. И в данном случае делаем это на 6 лучиков. Именно такое количество лучиков рекомендуется рисовать у снежинок. Опять же, количество снежинок на пальчике вы регулируете по своему вкусу, потому что потом каждую снежиночку вам нужно будет прорисовать мелкими элементами. Соответственно, прорисовка мелких элементов занимает довольно-таки большое время. Если вы нарисуете много подмалевков, значит и прорисовывать вы это все будете очень долго. Поэтому контролируйте этот процесс и не преувеличивайте свои возможности. Нарисуйте лучше одну снежинку покрупнее, быстренько ее прорисуйте и на этом остановитесь. Но поскольку у меня нервно дрожат коленки, когда я беру в руки кисточку, и остановиться мне совершенно невозможно, поэтому снежинок я нарисовала довольно-таки много. И теперь
четко, ровненько, тоненько, красивенько вырисовываем снежиночные элементы. На самом деле снежинки – это соотношение каких-то вензельных элементов, каких-то полосочек, каких-то точечек. В общем, все что угодно, что сделает вашу снежинку вот такой вот пушистой и интересной. В данном случае снежинки у нас будут абсолютно простые, состоящие просто из полосочек. И для того, чтобы мой противный голос не мешал вам залипать на этом красивейшем процессе, я умолкаю, потому что, в принципе, комментировать здесь нечего. Берем и рисуем. Если у вас не поставлена рука на рисование тонкой линии, приходите на онлайн-курсы, я вас научу, расскажу, покажу, закреплю. В общем, вы научитесь рисовать, и рисовать будете с превеликим удовольствием. Ну а кто уже проходил курс онлайн-линии, тот уже берет сразу же типсик и вместе со мной под вот этот вот уморительный процесс, который мы видим на экране, вырисовывает вот такие потрясающие снежинки. Как раз до Нового года у вас есть возможность их отрисовать и уже рисовать на клиентах и получать за это денежку за дизайн.
Итак, вот такие ноготочки у нас получились. Вот такую снегурочку мы нарисовали в закрытой группе в марафоне. Немножечко здесь под камеру у меня дрогнула рука, и один глазик получился у нее больше, чем хотелось бы. Но если смотреть, что все, что мы сейчас видим на экране, это под огромным увеличением и практически под микроскопом, вживую снегурочка получилась просто потрясабельная. В инстаграме у себя покажу ее на видео, вы посмотрите, сможете рассмотреть более подробненько. И там же в инстаграме покажу еще парочку ракурсов этой работы, поэтому подписывайтесь, кто еще не подписался. Ну а на сегодня у меня для вас все. Встретимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!